Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомство с воспоминаниями генерал-майора Waffen-СС Курта Мейера. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение о данном материале. Ну, а мы начинаем. Вопреки ожиданиям противника мы не наступали широким фронтом. Вместо этого мы действовали не шаблонно, подобно удару кинжала. Батальон входил в город колонной. С нами не было только артиллерии. Она заняла позиции и вела огонь через наши головы. Я не видел ни церквей, ни минаретов, ни других зданий, только пулеметные гнезда оборонявшихся в домах и решительность противника. Батальон все дальше и дальше углублялся в город. Я потерял свои карты, но знал, где находились казармы. Мы хотели добраться до них, потому что именно там мы нашли бы командный пункт, управлявший действиями противника. Солдаты противника, расположившиеся на площади, бросились в рассыпную, как только из-за угла с ревом выскочили наши мотоциклы. Противник стрелял по нам из всех окон, с крыш и садов. Бронемашины доказали свою надежность. Их оружие доставало до каждого подозрительно выглядевшего угла и заставляло вражеских стрелков искать укрытие. Под прикрытием огня из бронемашин заняли позицию два тяжелых 150 миллиметровых орудия. С 200 метров они открыли огонь по казармам. Результат был впечатляющим. В течение 20 минут монастырь лишил всех своих защитников, за исключением очага сопротивления на железнодорожной станции. Здесь сражалось саперное подразделение, бой с которым завершился в течение часа. Наше наступление подтвердило то, что мы узнали за годы учебы. Машина – это оружие. На протяжении нескольких часов приводились и разоружались безучастные ко всему пленные. Мы захватили без единого выстрела целый артиллерийский батальон. Но бой нужно было продолжать. Нам некогда было отдыхать. Югославские силы располагались на Архидском озере и заняли перевал Джавят в 20 километрах к западу от Манистра, на дороге, ведущей к озеру Пресна и далее к Архидскому озеру. Мы знали, что значительные британские силы, высадившиеся в Греции, подходили с юга и выдвигаются в направлении города Флорина. На меня сильно давили, требуя принятия решения о наших следующих действиях. Мы были одни в монастыре и в ближайшие 24 часа не могли рассчитывать на поддержку. Мне пришлось выдвигаться в двух направлениях, а также удерживать город захваченными пленными, артиллерией и железнодорожниками. Усиленной роте Краса было поручено пересечь перевал Джавят и попытаться установить контакт с итальянцами, которые находились в Албании западнее Архидского озера. Роте Шредера было приказано разведать британские позиции к югу от города и не упускать из виду противника. По возможности следовало не давать британцам уйти с перевала к Лиде. Оба ротных командира смотрели на меня в изумлении, когда получили эти приказы. Хуго Крас недоверчиво покачал головой. Ситуация для Шредера складывалась вовсе не так уж и плохо. У него был большой простор для маневра, и при хорошем состоянии дорог у него были все возможности для разведки. Роты двинулись в путь. Мои мотоциклисты, истребители танков, саперы и гренадеры с радостным смехом проезжали мимо меня. Они уходили в темноту, в неизвестность. Личный состав штаба приготовился к обороне и поддерживал радиосвязь. Мы поддерживали постоянный контакт с ротами и получали сообщения из бронемашин. Нам постоянно было известно их местоположение. В течение нескольких минут Крас атаковал батарею, расположенную в районе садов к западу от монастыря, которая сдалась в плен. Я все еще ожидал приказа открыть огонь. К полуночи Крас прошел через несколько деревень и был у подножия перевала Джавят. Разведка доложила, что перевал занят, и хорошо оборудованная оборонительная позиция была устроена по гребню горного хребта. В плен попали разведгруппы противника. Атака перевала должна была начаться на рассвете. Шредер также действовал успешно и вскоре докладывал уже с греческой территории, из Флорины и Веви. Между этих двух населенных пунктов с ротой произошел курьезный случай. Как гласит старая поговорка, ночью все кошки черные. На следующее утро Шредер представил следующий ответ. Я направил несколько разведгрупп с перекрестка дорог и медленно следовал за первой, производившей разведку в направлении Флорины. Вскоре после того из темноты возникли две разведывательные бронемашины, направлявшиеся в нашу сторону. Ни о чем не подозревая, мы продолжали двигаться вперед. Я думал, это были наши. Мы поняли свою ошибку только тогда, когда они оказались в 2 метрах позади нас. Два английских бронеавтомобиля остановились перед нами, затем медленно двинулись дальше. Они не поняли, кто перед ними. Видимо, они приняли нас за сербов. Успокоившись, я двинул роту на несколько сотен метров вперед и ожидал возвращения английских бронемашин.
Через полчаса они стали жертвой нашей засады на дороге. Мы смогли узнать о намерениях противника. Австралийские войска в составе британских сил заняли возвышенность и перекрыли долину обширными минными полями. Шредер держал в поле зрения британцев и продолжал свою разведку боем. Наши тяжелые орудия и минометы, очевидно, обманули противника относительно истинной численности наших сил, и англичане из-за своих заграждений не высовывались. Атака краса на перевал Джавят началась рано утром. Дорога здесь круто поднималась в гору, так что о внезапной атаке не могло быть и речи. Крутые повороты следовали один за другим, почти отвесные пропасти, ущелья, нависающие скалы и голые безлесные пространства довершали картину. Перевал был 1179 метров высотой, граничило с безумием рискнуть атаковать его только одной усиленной ротой. Но нашим козырем была внезапность. Никто не ожидал такого быстрого продвижения, и совсем уж никому и в голову не могло прийти, что только одна рота может рискнуть атаковать перевал. Я отправился вперед к роте краса еще до рассвета. Я очень беспокоился и хотел сам участвовать в атаке. Мы миновали мемориал Первой мировой войны, сразу к северу от монастыря. Там, на высотах, в чужой земле покоится бесчисленное множество германских солдат. Вдруг я увидел, как 20-миллиметровые трассирующие снаряды автоматических пушек, как жемчужное ожерелье, взмыли вверх в горы. Атакующую роту краса могли поддержать только бронемашины. Мотоциклисты превратились в горных егерей. Всю ночь они карабкались к перевалу по обе стороны дороги и оказались прямо перед позициями противника на хребте. Несколько позиций югославов были обойдены и атакованы с тыла. Довольно энергично командир роты повел своих солдат в атаку, и они быстро овладели позициями сербов на хребте. На удивление, значительный вклад в победу внес психологический эффект применения тяжелых орудий. Разрывы снарядов крупного калибра создавали адский шум. Я увязался за бронемашиной и принял участие в последнем бою за перевал. Группа Ткочи ликвидировала здесь последний очаг сопротивления. Я нашел Хуга Краса за небольшой часовней и поздравил его с успехом. Несколько сот пленных лежали или стояли перед нами. Сдался целый батальон. Результат был просто непостижимым. Наш батальон на месте противника смог бы выдержать атаки ни одного полка. А здесь атаковала, с нашей стороны, одна рота. Командир батальона противника так объяснял нам случившееся. Он сказал: когда мои солдаты вчера услышали, что немецкие войска уже достигли монастыря и появились перед нашими позициями к ночи, их воля к сопротивлению была значительно ослаблена. Сам факт, что нам придется воевать с немецкими солдатами, нервировал мой батальон. Ваша бомбардировка, имелся в виду обстрел из тяжелых пехотных орудий, довершила дело. С гребня перевала мы смотрели вниз на матовый блеск голубого озера, а с горы были видны яркие огни Флорины. Город был наш еще до того, как противник узнал, что его окруженный на перевале батальон сдался. У нас не было под рукой свободных мотоциклов, но несколько бронемашин были готовы спуститься в долину и застать противника врасплох. В то время как мы медленно, на ощупь пробирались вниз, следуя поворотам серпантина дороги, рота Краса собралась и ожидала свои машины. Мы добрались до долины, не встречая противника, и устремились к городу Архид. Я был в бронемашине Бегельзака. Этот обершарфюрер СС был командиром моей лучшей разведгруппы и прекрасно ориентировался в складывающейся ситуации. Убегающие сербы устремились прочь от дороги и искали укрытия в зарослях. Другие побросали оружие и двинулись к перевалу. В данном случае мы не могли останавливаться. Мы должны были войти в город и воспользоваться замешательством. Под пулеметными очередями дорога становилась свободной. Фактор внезапности сработал на 100%. Уже через несколько минут мы пускали в небо красные ракеты. Рота Краса в скором времени ворвалась в город и направила разведывательные группы в горы к западу от Архидского озера, чтобы установить связь с итальянцами. В течение нескольких часов это было сделано. Первая задача разведывательного батальона была выполнена быстро, успешно и без лишних потерь. Я гордился своими солдатами и знал, что во всем на них мог положиться. Я доложил о последнем успехе своего батальона командиру Лейбштандарта и вместе с ним отправился в роту Шредера, где мы встретились с командиром первого батальона Лейбштандарта Адольф Гитлер, штурмбанфюрером СС Витом. Его батальон получил приказ взять ключевые позиции британцев, оборонявших перевал Клиди, таким образом осуществить прорыв Лейбштандарта и 9-й танковой дивизии. Новозеландцы и австралийцы как следует окопались на горном склоне перевала Клиди. У противника было время, чтобы создать здесь внушительную систему обороны.
У их артиллерийских наблюдателей был широкий обзор равнины, на которой должны были появиться наши войска. Монастырь был своего рода шлюзом, перекрывающий путь с перевала к Лиде, а перевал – воротами из Югославии в Грецию. На стороне противника были все преимущества. Многочисленные минные поля на перевале исключали атаку бронетехники. Брать высоты нашей пехоте пришлось в тяжелом бою. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.